в курсе, что я способна это чувствовать, верно? Галус оторвался от тетради и медленно повернулся к последней оставшейся в комнате подруге, которая направила на него свои огромные фасеточные глаза зеленовато-голубого цвета. Все остальные уже ушли, а они вдвоем сидели и заканчивали писать домашнюю работу. Многозначительная улыбка Ацелу заставила Галуса наклонить голову и медленно приподнять бровь. Чувствовать что? Сквозняк? Он начал осматривать библиотеку в поисках открытого окна, но задорный смешок заставил его замереть. Я имею в виду, что ощутила все эти чувства, что ты испытывал, когда смотрел на Сильверстрим. Сказала Ацелу с пронзительной улыбкой, которая заставила Галуса недоуменно заморгать. Потом до него вдруг дошло, о чем она говорит, и Грифон тут же отвернулся, чтобы скрыть легкий румянец на щеках. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ответил Галус, прокашлявшись. Я лишь заметил, что у Сильверстрим новая прическа. Да, Йона пыталась научить нас заплетать гриву, как это делает Яки, но... с моей вышло не очень. Ацелус осторожно дотронулась до своей макушки и поморщилась, словно от боли. Галус мог только догадываться, как ее нежная полупрозрачная грива отреагировала на мощные копыта Яка. А поскольку у Смолдер нет волос, она ушла, вот и остались только Сенбор и Сильверстрим. Глаза Галуса расширились, а затем широкая коварная ухмылка расплылась от его клюва к щекам. Погоди, то есть ты имеешь в виду, что Сенбару заплетали косички? Умоляю, скажи, что у тебя есть фотки. Нет, и мы поклялись никогда больше не шутить на эту тему, как бы трудно это ни было. Ацелус хихикнула, но поспешно подавила смешок кашлем. Мы уходим от темы, и я знаю, что ты чувствуешь по отношению к Сильверстрим, Галус. А что я могу чувствовать? Я вижу в ней близкого друга, вот и все. Сказал Галус, поднимая книгу и готовясь собирать вещи. У тебя просто разыгралось воображение. Я, пожалуй, отправлюсь на боковую. Он уже собирался уходить, когда Ацелус сказала. Ты же понимаешь, что я чейнджлинг, так? Ну да. И мы питаемся любовью, верно? Думаю, это достаточно общеизвестный факт, Ацелус. Так почему же ты думаешь, что мы не способны улавливать любовь окружающих? В воздухе повисла долгая пауза, в то время как Галус просто глядел в глаза Чейнджлингу. Он хотел как можно быстрее стереть с ее мордашки эту ухмылку, отчаянно пытаясь подобрать оправдание в своей голове. И все же проницательный взгляд Ацелус почти сразу свел на нет все мысли об отрицании. Тогда он вздохнул и сел, подперев подбородок раскрытой ладонью. Ладно, рядом с ней я чувствую себя иначе. Ты влюблен, глупыш. Хихикнула Ацелус, но вскоре замолчал, заметив, как Галус сверит ее взглядом. В чем проблема? Бари превеликий, даже не знаю. Может потому, что у меня с ней нет никаких шансов? Он ответил так, словно это было что-то само собой разумеющееся. Ты серьезно? Сильверстрим славная, да и вы двое здорово сблизились после того случая в пещере. Галус прикусил язык. Вспомнив тот день, он и его друзья тоже попали в ловушку, пытаясь понять, есть ли в их природе предрасположенность к дружбе. Сильверстрим была просто в восторге, когда встретила Галуса. Да и он в глубине души тоже был рад, что наткнулся на нее. Помощь в борьбе с ее страхом перед Королем Штормом и ее признательность впоследствии заставили его почувствовать то, чего он никогда ранее не ощущал. Это было нечто вроде чувства выполненного долга, будто он впервые в жизни сделал что-то правильно. Жизнь Галуса до прихода в школу была ничем иным, как бесконечной чередой неприятных событий, и его собственные действия совсем не способствовали улучшению ситуации. Но помогая Сильверстрим, он впоследствии почувствовал себя настоящим другом, хотя раньше считал себя неспособным и недостойным по-настоящему сблизиться со своими друзьями. Он был рад доказать не только Древу Гармонии, но и в первую очередь самому себе, что способен на истинную дружбу. Не говоря уже о том, что обниматься было очень приятно. Подумал он с мягкой улыбкой. Снова почувствовала. Бари превеликий, перестань сканировать меня как какой-то локатор. Прорычал Галус. Я не отрицаю, что мы стали ближе. Наблюдая за тем, как она сражается с Королем Штормом, пусть это и была иллюзия, я увидел в ней частичку мужества. У нее есть сильная сторона, в которую мало кто замечает. Я видела, как вы летали и плавали вдвоем на выходных. Хорошо, теперь я понимаю, почему остальные расы считают чейнджлигов сталкерами. Да, это правда. Я улучшаю ее летные навыки, а она учит меня лучше чувствовать себя в воде. Ну, она и ее народ жили в море долгие годы, до недавнего времени, так что они растеряли свои умения. А почему ты хочешь научиться лучше плавать? Отметила Ацелус. На самом деле ты весьма неплохой пловец. По крайней мере, лучше, чем Йона. Сощурившись, Галус процедил. Ну, Сильверстрим сказала, что хочет отплатить мне за помощь. Я ответил ей, мол, не стоит, но она настаивала. Я просто думал, что это поможет нам стать ближе, как друзьям. Ну, конечно. Поддразнила Ацелус, прежде чем продолжить. Итак, вы двое стали ближе, помогаете друг дружке и проявляете заботу друг о друге, верно?
Да, она же мой друг. Прошептал Галус, откидываясь на спинку стула. Он зажмурился и пожелал оказаться где угодно, только не здесь. Послушай, если ты хочешь, чтобы я тут сопли развел, то так уж и быть. Я забочусь обо всех вас. Вы первые друзья, которые у меня когда-либо были, и даже когда я натворил дел в канун Дня согревающего очага, вы, ребята, от меня не отвернулись. Сенбар всегда готов со мной потусоваться, приглашает меня на ужин в дом своих родителей почти каждые выходные. Думаю, он хочет, чтобы я почувствовал себя частью его семьи. Со Смолдер весело шататься по городу и заниматься всякими брутальностями. Кроме того, она может составить мощную конкуренцию в спорте и розыгрышах. Йона, как бы не раздражала, слишком добрая, чтобы ее не любить. И я не могу отрицать, что с ней мне весело проводить время. А ты та, с кем я могу обсудить подобные вещи, потому что ты более чутка к окружающим, и ты всегда готова помочь мне с домашкой. Это потому, что ты почти никогда не делаешь ее вовремя. Сухо заметила Ацелос. Детали, незначительные детали. Галус рассек воздух когтистой лапой, а затем тяжело вздохнул и опустил взгляд. Ну а что касается Сильверстрим, если честно, она просто такая счастливая и позитивная все время, что это становится заразным. Она всегда всех обнимает, улыбается и никогда ни о чем не жалеет. Детство в Гриффинстоуне было угнетающим и вообще отстойным из-за того, как все грифоны относились друг к другу. Факт того, что она полная противоположность тем, к кому я привык, сначала раздражал, но когда я действительно узнал ее, думаю, мне захотелось ощутить то же, что она чувствует каждый день, просто потому что это... Галус попытался подобрать подходящее слово, чтобы описать это странное чувство. Он ощущал его каждый раз, когда Сильверстрим посылала ему свою игривую улыбку, сияющую ярче солнца. Он чувствовал это мягкое свечение, которое пульсировало во всем его теле, когда она стояла рядом с ним, а воздух колыхал ее вьющуюся гриву цвета вод океана. Ее смех эхом отдавался в нем целой симфонией эмоций, которых он не понимал и никогда прежде не испытывал. Не знаю, как это описать, но мне нравится, и я хотел бы еще. Галус приподнял глаза на Ацелус. Не могу сказать, что это любовь, но я и вправду что-то чувствовал, и все же, даже если бы она действительно так сильно мне нравилась, ничего бы у нас не вышло. А почему нет? Я думаю, что Сильверстрим будет более чем счастливо попробовать. Сказала Ацелус, наклонив голову. Поглоти меня бесконечная бездна, даже не знаю, может потому что она из королевской семьи, в то время как я осиротевший грифон безродословный, который едва может прокормить себя самостоятельно? Огрызнулся Галус, скрестив лапы на груди. Он хмуро уставился на столешницу и стиснул клюв. Я спасил ее однажды, и Сильверстрим сказала, что она третья в очереди на трон, после тети, кузины и матери. Если с ними вдруг что-то случится, то есть ей почти присвоили титул принцессы. Допустим, мы вдруг начнем встречаться, но что если это выйдет боком? По-твоему, ее семья позволила бы ей водиться с таким ничтожеством, как я, с парнем, у которого даже семьи нет, не говоря уже о благородной крови? И к тому же элита ее королевства может этого не одобрить. Скорее всего, она будет вынуждена сойтись с кем-то, кто соответствует ее статусу, либо же все будет решено заранее, как с ее родителями. Им просто повезло, что они полюбили друг друга с течением лет. Даже если бы я хотел, чтобы что-то получилось, я сомневаюсь в положительном исходе Ацелус. Понятно. Прошептала Ацелус, и ее улыбка погасла. Думаю, в том, что ты говоришь, есть какой-то смысл. Обычно в целях престижа представители высших слоев встречаются только с равными себе. Да, разве у меня есть шансы? Я не герой, не аристократ и даже не особенный. Я просто Галус. И мне кажется, что это все, что нужно Сильверстрим. Сказала Ацелус, и улыбка вновь озарила ее лицо. Разве она похожа на ту, кто возьмет и позволит какой-то знатности и престижу встать между ней и ее другом? Все остальные ведь тоже никакие не особенные и никакие не аристократы. Конечно, мы не сироты, но и сами не выходцы из высших слоев. Она поднялась со стула, подошла к своему другу и положила копыта ему на плечо. Сильверстрим, может быть, и является представительницей высшего сословия, но она всегда была лишь добрым гиппогрифом, который жаждет учиться и заводить друзей. Тот факт, что она уделяет тебе так много времени, не показывая ничего, кроме своего открытого сердца, доказывает, что если бы ты попытался вывести ваши отношения на новый уровень, полагаю, она бы с радостью поддержала эту идею. А как же ее семья? Спросил Галус, почесывая затылок. Сильверстрим легко сбежала из дома, когда мы решили, что нас разлучат, не так ли? Думаю, она была бы готова бросить родне вызов с тем же самым рвением, лишь бы быть с тобой. И какая разница, друг ты ей или пара? Ацелус подмигнула. Назовем это женской интуицией. Хотя часть Галуса все еще сомневалась, он понимал, что в словах Ацелус есть зерно истины. Он внезапно поймал себя на том, что улыбается и думает о Сильверстрим.
Только теперь он ест вместе с ней, они держатся за лапы, смотрят на закат. Хорошо, может, однажды я сделаю первый шаг. Спокойно сказал Галус, медленно поднимаясь со стула. Но когда я буду готов. Сейчас же я вполне доволен тем, как обстоят дела. Значит, когда-нибудь? Спросила Ацелов, собирая свои книги. Да, когда-нибудь. Друзья начали пробираться к выходу из библиотеки, когда Галус вдруг поинтересовался. Итак, если ты умеешь улавливать чувства окружающих, ответь, кто-нибудь еще в нашей дружеской компании испытывает чувства, похожие на мои? О, Сенбур в последнее время проявляет высокую эмоциональную активность. Ацелус хитро ухмыльнулась. Неужели король небесных замков влюбился? В кого? Ну, скажем, он приглашает тебя ужинать со своей семьей вовсе не потому, что хочет тебя поддержать. О, да ты должно быть прикалываешься.